Давайте теперь более детально будем рассматривать наклон грудной клетки, какие мышцы это делают, почему это все происходит. Итак, рассмотрим наклон грудной клетки вперед со сгибанием позвоночника. Попросту, простонародье кифоз. Сейчас будет уже интереснее, потому что мы будем уже включать цепи, как они работают. Это цепи больше мышечные, я имею в виду, больше видно в верхней части тела, чем внизу. Внизу, как правило, этих цепей так сильно не видно. А вот вверху они очень явно проявлены. Итак, если мы имеем вот такой вот наклон грудной клетки, какие мышцы у нас вот это создают? Много у меня здесь было сомнений. Ну, приблизительно сейчас с этим я разобрался. Как нам вообще определить вот это? Здесь в чем трудность? То, что вы видите сбоку, как правило, является иллюзией из-за положения лопаток. То есть вот это сгибание, истинное сгибание, когда у нас есть кифоз именно позвоночника. То есть когда у нас позвоночник имеет сгибание. Вот только тогда мы говорим о кифозе. В этом смысле кифоз слово очень для нас удобное. Потому что вы можете думать, что у человека есть сутулость. Но под сутулостью мы будем подразумевать кифоз. Очень часто никакой сутулости может не быть. То есть положение лопатки может создавать такое впечатление, как будто сутулость есть, но ее нету. Настоящую сутулость мы определяем по положению позвоночника. То есть, если вот это вот сгибание позвоночника, в данном случае вперед, да, соответственно, у нас проявится вот такой вот наклон грудной клетки вперед. И какие же мышцы это все делают у нас? Ну, в общем-то, тут вариантов немного. Это прямая мышца живота, внутренняя косая и внешняя косая. Причем внешняя косая, она идет как цепь, а эти две самостоятельно. То есть цепь будет состоять наружная косая, зубчатая, ромбовидная и мышца, поднимающая лопатку. Вот так. То есть то, что у Майерса называется спиральной линией, только наружная косая идет сбоку. А прямая, она идет спереди. Вот эти мышцы создают вот такое вот сгибание. Фактически всего 3 мышцы, и поэтому именно причина, как правило, в мышцах живота. Вот такой вот сутулости и изгибания позвоночника вперед. Что тут еще важно понять? Давайте я вот это сотру и нарисую спереди. Давайте мы рассмотрим это немножко, опять же, механически, да? Я рисую 2 колеса. Вот 2 колеса. Предположим, что у нас одно колесо повернулось, и оно вот так связано другим колесом, ну, не растягивающееся какой-то ремнем, да? И если у нас одно колесо повернулось, то второе повернется тоже. Согласны? Ну, я думаю, это очевидно. И к чему я это все нарисовал? Давайте я вам опять покажу, что является причиной часто наклона грудной клетки или вот этой вот сутулости. Самая первая и основная причина.
с чего стоит начинать. То есть теперь эти колеса я попробую перенести на тело человека. Вот одно колесо, вот другое колесо. Вот прямая мышца. Если у нас таз наклоняется вперед, то что произойдет? Прямая мышца живота натянется. И не только прямая. Прямая и наружная косая. Это будет проявляться немножко по-разному, тем не менее. Особенно сильно это проявится вот именно в прямой мышце. То есть наклон таза вперед создаст нам поворот и наклон, и сутулость грудной клетки. То же самое произойдет, если укорочена наружная косая мышца. Также это увеличит сутулость. Здесь надо рассматривать, ну, наверное, линию. Давайте я перерисую. Рассматривать надо вот так, эту линию. Линию, она условная. Так как тело у нас круглое, поэтому она по телу будет идти спиралью. Но для понимания лучше рассматривать вот так. Как будто бы она вот так идет. Потому что крепится к лобковой кости. То есть она сожмет позвоночник, и позвоночник станет вот более такой кривой, да? А прямая мышца сделает больше вот такую вот наклон грудной клетки. Ну, как вот здесь в колесе, да? То есть если это идет вот так, условно вот так, да, то она колеса, может быть, не только повернет, но еще и сблизит. То есть сблизит или сдвинет вот сюда, вот так вот. Ну, сюда вряд ли. Ну, в общем, будет изгиб позвоночника. Вот, поэтому важно понимать, что прежде всего в сутулости виноват наклон таза вперед. Если вы видите наклон таза и одновременно сгибание позвоночника, сначала надо понять, в чем причина наклона таза вперед. Если не очень долго это было, то этого бывает достаточно для того, чтобы убрать сутулость, либо уменьшить чуть ли не в половину. Да? Я очень удивился, когда впервые это открыл, увидел, причем там был человек, у которого мышцы легко тянулись. И за один сеанс я увидел изменения. И вот тогда я понял, что да, действительно, таз будет наклонять грудную клетку вперед. Может ли это быть самостоятельно причина, допустим, в прямой мышце живота или в косых мышцах? Да, однозначно да, это может быть самостоятельная проблема, но она редко начинается как самостоятельная. Обычно это следствие вот уже ног и наклона таза вперед. Поэтому и начинать желательно с этого. Таким образом, мы видим фактически только две причины. Давайте сначала сотру. Таким образом, я вижу сейчас фактически только две причины сутулости и наклона грудной клетки. То есть это передняя часть тела и боковая часть тела. По Майерсу это будет прямая поверхностная линия и латеральная, да? Как здесь будет участвовать внутренняя косая? Давайте тоже вот здесь разберемся.